Здравствуйте, меня зовут Татьяна Сверко, я являюсь руководителем инженерно-технического отдела дата-центров Selectel, или кратко ИТО. Мы сейчас с вами находимся в диспетчерской, в которой располагаются во время рабочего дня системные инженеры и мониторят состояние инфраструктуры площадки. Наша служба построена по методу дублирования, чтобы инженеры с соседней площадки могли смотреть на показатели соседнего здания. Нашим дублером является дата-центр «Цветочный 1». Как раз на верхнем мониторе мы с вами можем наблюдать состояние кондиционеров, состояние ИБП и состояние дизель-генераторной установки. Для того, чтобы в случае, если произойдет какая-то нештатная ситуация и инженер будет отсутствовать на рабочем месте, мы могли оперативно сообщить ему о том, что произошла авария или произошло повышение показателей для последующего устранения. Ниже мы с вами можем видеть состояние кондиционеров по серверно и по холодным коридорам 4-го этажа дата-центр «Цветочная 2». Также мы мониторим состояние схемы электроснабжения всей площадки дата-центра «Цветочная 2». И я хотела бы рассказать об этом поподробнее. Помимо мониторинга кондиционеров, мы также мониторим состояние электроустановки, состояние работы дизель-генераторных установок и мониторим работу ИБП. На данном экране мы с вами видим состояние 3 наших дизель-генераторных установок. На данный момент они находятся в состоянии покоя. И 2 кластера ИБП. На мониторе за моей спиной мы можем с вами видеть схему электроустановки дата-центра «Цветочная 2». Зеленым обозначено то, что сейчас находится в резерве, в спящем состоянии. Это как раз 3 наших дизель-генераторных установки. И красным обозначены те участки схемы, которые находятся под напряжением. Мы сейчас с вами видим, что питание поступает от города по 2 лучам. Желтым на мониторе обозначены те участки, например, здесь представлены БП-2.1, которые находятся в данный момент на техническом обслуживании. Мониторинг инфраструктуры не сводится к тому, что системный инженер обязан находиться ежеминутно на своем рабочем месте и мониторить инфраструктуру посредством экранов. Наша система построена таким образом, что любые изменения в работе электроустановки поступают к системному инженеру на его рабочий планшет, смартфон либо часы посредством чат-ботов. Какая бы у нас ни была современная система мониторинга, физические обходы дата-центра с системными инженерами имеют место. Они проводятся регулярно каждые 3 часа.